Вы когда-нибудь задумывались, почему, даже если вы стараетесь изо всех сил, вы всегда оказываетесь на шаг позади в игре соблазнения? Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы сделали кое-что важное, поставили лайк этому видео и подписались на канал. Это простое действие поможет нам предоставить вам больше контента, который может полностью изменить ваше отношение к женщинам и, что более важно, к самому себе. Теперь перейдем сразу к делу. Вам нужно знать, что проблема не в них, а в вас. И нет, это не для того, чтобы вас принизить, а для того, чтобы открыть вам глаза. То, что заставляет женщину казаться вам трудной, не является ее характеристикой. Это ваша неспособность понять правила игры. И, друг мой, в этой игре очень простые правила, но она требует того, чего у тебя, вероятно, еще нет, ясности в том, как все работает на самом деле. Сегодня мы собираемся развеять ложь, которую вам говорят, и заложить фундамент, который изменит ваше взаимодействие с женщинами. Номер 1. Как понимание женского ума может все упростить? Вы когда-нибудь задумывались о том, что женская вселенная кажется вам загадкой? Это происходит потому, что вас приучили верить, что женщины – это загадка, которую невозможно разгадать. Но вот правда, женщины не трудны. Вы тот, кто не знает, что ищете. Они постоянно показывают вам, кто они, но вы слишком заняты попытками произвести на них впечатление вместо того, чтобы обращать на них внимание. Знаете ли вы, чего на самом деле хотят женщины? Они хотят, чтобы их поняли, не придавая этому большого значения. Перестаньте думать, что вам нужно быть тем парнем, который решит свою жизнь или сделает все, чтобы получить одобрение. Начните обращать внимание между строк, потому что женщины гораздо больше говорят действиями, чем словами. Номер 2. Основные признаки того, что женщины проявляют интерес. И вот секрет. Женщины всегда оставляют подсказки. Если вы ломаете голову, пытаясь угадать, заинтересована ли она, значит, вы уже начали плохое начало. Заинтересованные женщины не играют в сложные игры. Они оставляют вам путь вперед, если вы знаете, на что обращать внимание. Долгий взгляд, улыбка, которая длится немного дольше, вопросы, указывающие на любопытство к вашей жизни – все это явные признаки того, что она, по крайней мере, открыта для возможности чего-то случиться. Проблема в том, что вы игнорируете эти знаки, потому что слишком беспокоитесь о собственной неуверенности. Поднимите голову и начните наблюдать. Перестаньте спрашивать других, что делать, и начните замечать то, что она вам уже говорит. Но будьте осторожны. Если этих признаков нет, отступите. Нет ничего более жалкого, чем настаивать на том, чего явно не существует. Номер 3. Во взаимодействии важно больше слушать, чем говорить. Хотите узнать самую большую ошибку, которую допускают мужчины? Они слишком много говорят. Нет, не нужно рассказывать всю свою жизнь за одну встречу. И вам определенно не нужно притворяться тем, кем вы не являетесь. Что вам нужно, так это слушать. Женщины любят говорить о себе, и это неплохо. Для вас это прекрасная возможность понять, что для нее действительно важно. Когда вы слушаете, вы не только показываете свою заинтересованность, но и учитесь тому, как направить взаимодействие во что-то более глубокое. Слушание – это не пассивность, это стратегия. Перестаньте перебивать, пытаясь произвести впечатление историями, о которых никто не просил, и начните по-настоящему впитывать то, что она вам рассказывает. Это дает вам огромную силу – ответить так, чтобы она почувствовала, что вы понимаете ее, как никто другой. Номер 4. Почему уверенность – ваше самое мощное оружие? И вот ключ ко всему – доверие. Если вы не верите в свою ценность, почему, по вашему мнению, это сделает женщина? Уверенность заключается не в том, чтобы выглядеть высокомерным или думать, что вы лучше других. Речь идет о том, чтобы точно знать, кто вы и что вы можете предложить. Речь идет о том, чтобы войти в комнату и не обращать внимания на то, что все смотрят на вас, потому что вы знаете, что важно то, как вы относитесь к себе. Женщин тянет к уверенности, как мотыльков к свету.
И знаете что? Вам не нужно притворяться уверенностью. Вы можете построить его. Начните с заботы о себе, своем теле, своем разуме и своей жизни. Перестаньте ждать, пока женщина сделает вас счастливым, и начните быть счастливым самостоятельно. Это основа всего. Номер 5. Советы, как расшифровать, что на самом деле означает женщина. Слышали ли вы когда-нибудь фразу «важно не то, что она говорит, а то, как она это говорит»? Но это чистейшая правда. Женщины редко скажут вам прямо, чего они хотят. Они покажут вас через жесты, мимику и тонкие изменения тона голоса. Если вы заблудились на этом этапе, начните обращать внимание на закономерности. Если она постоянно меняет тему, когда вы пытаетесь говорить прямо, ей может быть некомфортно. Если она смеется над всеми вашими шутками, даже над плохими, вероятно, ей интересно. Но вот самый главный совет – перестаньте воспринимать все буквально. Используйте контексты, прежде всего, доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется неправильным, возможно, так оно и есть. И если кажется, что она заинтересована, смело двигайтесь вперед. Число 6. Ключ к созданию мгновенной эмоциональной связи. Если вы думаете, что завоевать женщину можно только за счет внешности или денег, вы живете иллюзией. Что действительно заставляет женщину интересоваться вами, так это эмоциональная связь. Это не значит, что вам нужно рассказывать о своей неуверенности или вести монолог о своих чувствах. Напротив, создание эмоциональной связи – это дать ей почувствовать, что вы понимаете ее на уровне, которого могут достичь немногие. Для этого вам нужно проявлять неподдельный интерес к тому, что она говорит, и самое главное – реагировать так, чтобы показать, что вам действительно не все равно. Речь идет не только о слушании, но и о присутствии. Когда она говорит, поддерживайте зрительный контакт, подкрепляйте ее слова умными вопросами и никогда не обесценивайте ее чувства и переживания. Когда женщина чувствует, что вы действительно ее понимаете, она открывается вам, выходя за рамки физического. И оттуда открываются двери к глубоким отношениям. Номер 7. Как маленькие жесты могут иметь большое значение. Чтобы произвести впечатление на женщину, не обязательно проявлять большую привязанность. Часто именно небольшие жесты оказывают наибольшее влияние. Уделяя внимание деталям, например, вспоминая что-то, что она случайно упомянула, вы сможете выделиться среди большинства мужчин, которые думают только о себе. Отправка сообщения с пожеланием доброго утра или вопрос, как прошел ее день, показывает, что вы внимательны. Но не путайте это с навязчивостью. Есть тонкая грань между проявлением интереса и отчаянием. Главное – показать, что вам не все равно, но не создавать впечатление, что вы делаете это только для того, чтобы получить что-то взамен. Простые жесты, такие как открытие двери или похвала чему-то конкретному, что на ней надето, являются явными признаками того, что вы умеете ценить женщину, не используя клише. Номер 8. Избегайте распространенных ошибок, которые отталкивают женщин. Теперь давайте поговорим о том, чего не следует делать, потому что, честно говоря, многие мужчины являются мастерами саботировать свои шансы. Самая распространенная ошибка – попытка произвести на нее впечатление материальными вещами или преувеличенными историями. Женщины не глупы. Они замечают, когда ты притворяешься тем, кем не являешься. Еще одна ошибка – это выглядеть отчаявшимся, будь то беспрерывные сообщения ей или ведение себя так, будто она ваша последняя надежда. Никто не любит тех, у кого, кажется, нет выбора или самооценки. Кроме того, никогда не ведите себя грубо или неуважительно, даже если вы думаете, что это просто шутка. Оскорбительные комментарии или неуместные шутки – это выстрел в ногу. Наконец, перестаньте все время искать одобрения. Будьте уверены в том, кто вы и что вы можете предложить. Если ей это не нравится, будьте терпеливы. Есть много других женщин, которые идут. Номер 9. Как быть искренним и неотразимым одновременно. Слышали ли вы когда-нибудь, что подлинность привлекательна? Это больше, чем клише,
это универсальная истина. Большинство мужчин совершают ошибку, пытаясь быть кем-то, кем они не являются, чтобы угодить женщине. Но что их действительно привлекает, так это мужчина, которому комфортно в собственной шкуре. Это не значит, что вы должны игнорировать свои недостатки или отказываться расти. Это означает, что вы должны принять то, кем вы являетесь, и работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя. Четко сформулируйте, чего вы хотите, и не бойтесь выражать свое мнение, даже если оно отличается от ее. Подлинность неотразима, потому что она показывает уверенность и сильную личность. Помните, лучше быть отвергнутым за то, кто вы есть, чем быть принятым за то, что вы притворяетесь тем, кем вы не являетесь. Номер 10. Техники, которые помогут превратить любой разговор в незабываемый опыт. Вы знаете этого парня, у которого, кажется, есть природный дар разговаривать с кем угодно и производить неизгладимое впечатление. Он не родился таким. Он изучил методы, которым вы тоже можете научиться. Секрет в том, чтобы дать другому человеку почувствовать, что он переживает уникальный опыт, разговаривая с вами. Это начинается с вашей энергии. Когда вы взволнованы и вовлечены в разговор, она почувствует это и ответит тем же. Используйте истории для иллюстрации своих мыслей, но делайте их короткими и интересными. Проявляйте к ней искреннее любопытство, но избегайте общих вопросов типа «чем ты занимаешься?». Вместо этого задавайте вопросы, которые заставят ее задуматься или покажут, что вы внимательны к деталям. Например, если она упомянула, что любит путешествовать, спросите ее, какое место она посетила самым неожиданным. Небольшие изменения в том, как вы ведете беседу, могут превратить ее в нечто незабываемое. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы зашли так далеко, моя любовь, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы сообщить вам, чтобы подтвердить, что вы узнали из видео на данный момент. Чтобы увидеть больше интересных тем, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Раскрыта тайна женского поведения. Вы когда-нибудь чувствовали себя потерянным, пытаясь понять женщин? То чувство, что, как бы ты ни старался, всегда кажется, что они говорят на языке, которого ты не понимаешь. Что ж, позвольте мне начать с важного предупреждения. Вы жили в темноте, но сейчас это заканчивается. Прежде чем начать, сделайте главное – поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Таким образом, вы гарантируете, что продолжите получать контент, который может изменить ваш взгляд на женщин и, самое главное, на вас самих. Правда в том, что большинство мужчин снова и снова совершают одну и ту же ошибку. Пытаются произвести впечатление, понравиться, польстить, при этом полностью игнорируя правила игры. Женщины не являются неразрешимыми загадками, и их поведение следует ясной логике, если вы умеете ее увидеть. Сегодня мы собираемся раскрыть, что стоит за их отношением, и показать, что для них действительно важно. Так что обратите внимание, потому что здесь нет места оправданиям или невежеству. Номер 1. Что женщины действительно ценят в мужчине? Вы думаете, что женщин волнует только внешний вид, деньги или статус? Это то, во что вас заставили поверить, и именно поэтому вы потерпели неудачу. Конечно, поначалу эти факторы могут привлечь внимание, но что действительно важно для них, так это качество, стоящее за всем этим, лидерство. Я не говорю о том, чтобы быть тираном или контролировать. Я говорю о способности принимать решения, твердо стоять в своих убеждениях и проявлять уверенность. Мужчина, который знает, чего хочет, имеет цель и не ищет подтверждения каждым своим шагом, автоматически становится более привлекательным. Знаешь, что они презирают? Эмоциональная слабость, нерешительность и неуверенность в себе. Итак, если у вас есть привычка спрашивать ее, что вам следует делать в каждый момент, остановитесь прямо сейчас. Покажите, что вы способны управлять ситуацией и что ваше присутствие – это то, что она может уважать, а не жалеть. Уважение – основа привлекательности, и без него вы выбываете из игры еще до того, как начнете. Номер 2. Как понять женскую эмоциональную игру? Вот факт, который вам нужно принять. Женщины действуют в гораздо более сложном эмоциональном плане, чем вы думаете. Нет смысла пытаться подойти ко всему логически и ожидать, что это сработает. Их не интересуют быстрые решения или прямые ответы. Они хотят, чтобы вы поняли, что стоит за их эмоциями. Это значит, что иногда вам придется прислушиваться к тому, чего не говорят.
Когда женщина выглядит рассерженной, но говорит: «Это ничего», вы знаете, что это что-то есть, и это что-то имеет для нее значение. Женская эмоциональная игра – это смесь тонкостей, испытаний и проявлений уязвимости, и если ты не справишься с ней, ты обречен быть отвергнутым. Речь идет не о том, чтобы стать психологом, а о том, чтобы научиться интерпретировать подсказки, которые он вам дает. Если вы из тех парней, которые игнорируют эти нюансы, думая, что ей следует говорить более прямолинейно, пришло время изменить свой подход. Женщинам нужен кто-то, кто сможет эмоционально с ними связаться, и это начинается с вашей способности читать то, что они пытаются передать. Номер 3. Почему эмоциональная безопасность более привлекательна, чем физическая красота? Вы проводите часы в тренажерном зале, пытаясь стать сильнее или ищете способы лучше выглядеть, думая, что этого достаточно, чтобы привлечь женщин? Правда в том, что, хотя ваша внешность и может привлечь внимание, она не удержит внимание надолго, если вам нечего предложить. И больше всего они ищут эмоциональную безопасность. Это означает, что вам нужно быть мужчиной, которым она сможет восхищаться, доверять и на которого можно опереться, особенно в трудные времена. Красивое тело не заменит стойкого ума и твердого характера. Если вы тот человек, который паникует, сталкиваясь с трудностями, или взрывно реагирует на сложные ситуации, вы не просто теряете очки. По сути, это лишает любого шанса на настоящую связь. Работайте над своей эмоциональной стабильностью, научитесь справляться с жизненными взлетами и падениями и покажите, что вы способны сохранять спокойствие под давлением. Именно это отличает мужчин, которых они считают серьезными, от тех, кого бросают после одной ночи. Номер 5. Как распознать и использовать тонкости флирта в своих интересах? Флирт – это искусство, а для многих мужчин это минное поле. Они не могут определить тонкости, которые находятся прямо перед ними, и, что еще хуже, они не знают, как эффективно реагировать. Женщины прекрасно умеют выражать интерес небольшими жестами, легким прикосновением, длинной улыбкой или даже провокационной шуткой. Проблема в том, что большую часть времени вы настолько отвлекаетесь, пытаясь произвести впечатление, что совершенно упускаете эти сигналы. Если вы хотите добиться успеха, начните с внимания. Когда она шутит по поводу ваших слов, не защищайтесь, дразнить в ответ. Если она случайно прикоснется к вам, ответьте взаимностью с уверенностью. Флирт – это игра обмена, и тот, кто владеет этой динамикой, всегда имеет преимущество. Но будьте осторожны. Не будьте чрезмерными или принудительными. Секрет в том, чтобы поддерживать баланс между вовлеченностью и предоставлением ей возможности активно участвовать. Это не только делает взаимодействие более интересным, но и демонстрирует, что вы держите ситуацию под контролем, но не выглядите отчаявшимся. Номер 6. Мелкие детали, которые показывают неподдельный интерес. Мужчины часто ошибаются, полагая, что им нужны широкие жесты, чтобы произвести впечатление на женщину. Но правда в том, что именно мелкие детали имеют решающее значение. Обращать внимание на то, что она говорит, и показывать, что вы помните, это признак искреннего интереса. Если она упомянет, что ей нравится определенный автор или тип музыки, использование этой информации в будущем разговоре покажет, что вы ее услышали и вам не безразлично, что ей нравится. Кроме того, простые действия, такие как вопрос, в порядке ли она вернулась домой, или замечание изменений ее прически или одежде, показывают, что вы обращаете на нее внимание. Это может показаться простым, но именно эти мелочи выделяют вас из толпы. Ключевым моментом здесь является быть аутентичным. Не форсируйте эти жесты. Если вы делаете это, чтобы заработать очки, она это заметит, и эффект будет противоположным. Подлинный интерес – это то, что отличает мужчин, которые просто пытаются, от тех, кто действительно добивается успеха. Номер 7. Почему уважение к женскому пространству делает вас более желанными? Одна из самых больших ошибок, которые совершают мужчины, это думать, что им нужно всегда присутствовать, всегда отправлять сообщения, всегда пытаться заполнить тишину. Это не только утомительно для нее, это удушающе. Уважать пространство женщины значит понимать, что у нее есть жизнь помимо вас и что это позитив, а не угроза. Когда вы даете ей пространство, вы позволяете ей скучать по вам и хотеть быть с вами. Более того, уважение к ее личному пространству показывает, что вы уверены в себе и не отчаянно нуждаетесь во внимании. Женщины ценят это, потому что это демонстрирует зрелость и независимость.
Но будьте осторожны, уважать ее пространство не означает игнорировать ее или проявлять безразличие. Речь идет о поиске баланса, проявлении интереса, но не навязчивости. Именно этот навык отличает мужчин, которых женщины хотят, от мужчин, которых они избегают. Номер 8. Влияние юмора на формирование привлекательности. Знаете ли вы, что юмор – одно из самых мощных орудий в игре соблазнения? Это потому, что совместный смех создает почти немедленную эмоциональную связь. Но вот предупреждение. Не пытайтесь быть классным клоуном. Захватывающий юмор – это естественный и спонтанный юмор, а не отрепетированный или принудительный. Женщин привлекают мужчины, которые могут их рассмешить, потому что это демонстрирует интеллект, креативность и позитивный взгляд на жизнь. Более того, юмор способен снять напряжение и создать более легкую и комфортную обстановку. Только будьте осторожны и не переступите грань между смешным и ребяческим. Чрезмерно глупые или обидные шутки могут свести на нет ваши шансы. Используйте юмор как инструмент взаимодействия, но оставайтесь уважительным и стильным. При правильном использовании юмор не только растопит лед, но и заставит связать ваше присутствие с приятными и запоминающимися моментами. Номер 9. Как создать комфортную и естественную среду для сближения. Ни одна женщина не чувствует влечения к среде, в которой она чувствует себя некомфортно или испытывает давление. Поэтому один из самых важных шагов в игре по соблазнению – создать пространство, где она будет чувствовать себя комфортно, будучи самой собой. Это начинается с того, как вы подходите к взаимодействию. Будьте расслаблены, искренни и избегайте впечатления, будто вы спешите чего-то достичь. Покажите, что вы цените момент и заинтересованы в ее персоне, а не только в достижении цели. Комфортная среда также включает в себя уважение к ограничениям и чувствительность к сигналам, которые она подает. Если она отстраняется, дайте ей время. Если она взволнована, не отставайте от ее темпа. Естественность – основа любой истинной связи. Перестаньте думать, что вам нужно быть идеальным парнем, и сосредоточьтесь на том, чтобы быть настоящим и заинтересованным мужчиной. Это заставит ее снизить бдительность и почувствовать себя более открытой для того, чтобы по-настоящему узнать вас. Число 10. Разница между настойчивостью и настойчивостью в игре соблазнения. Вот важный урок, который многие мужчины просто не понимают. Настойчивость и настойчивость – совершенно разные вещи, и путаница этих двух вещей может лишить вас любого шанса. Настойчивость – это способность проявлять интерес уважительно и постоянно, не будучи агрессивным. Речь идет о демонстрации того, что вы готовы вкладывать время и энергию, но всегда уважаете ее пределы. Настойчивость – это раздражающее, отчаянное отношение, из-за которого вы выглядите нуждающимся и одержимым. Настаивать значит игнорировать признаки незаинтересованности или расширять ее границы, думая, что если вы будете достаточно настойчивы, она уступит. Ничто не может быть дальше от истины. Женщины уважают и восхищаются мужчиной, который знает, когда пора отступить. Настойчивость привлекательна, потому что она показывает решимость и уверенность. Настойчивость отталкивает, потому что она демонстрирует отчаяние и невежество. Знание разницы между этими двумя подходами отличает мужчин, которые побеждают, от тех, кого избегают любой ценой. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы зашли так далеко, моя любовь, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы сообщить вам, чтобы подтвердить, что вы узнали из видео на данный момент. Чтобы увидеть больше интересных тем, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Как превратить любое взаимодействие с женщинами в успех? Давайте будем честными. Большинство мужчин терпят неудачу во взаимодействии с женщинами, потому что не знают, что делают. Дело не в удаче, внешности или деньгах. Речь идет о стратегии, навыках и, прежде всего, понимании. Если вы попали сюда, вы готовы учиться. Итак, прежде чем начать, сделайте самое необходимое. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Это не просто просьба, это обмен. Вы учитесь трансформировать свое взаимодействие и, в свою очередь, помогаете этому каналу расти и охватывать больше мужчин, которым необходимо услышать эти истины. Теперь приступим к делу. Превращение взаимодействия в успех – это не волшебство, это наука. Есть определенные модели поведения, которые отличают успешных мужчин от тех, кто постоянно терпит неудачу. И лучший.
Вы можете сразу же изучить и применить это поведение. Давайте разберем, что именно вам нужно делать, чтобы больше никогда не упускать возможности с женщиной. Номер 9. Как справляться с отказами зрелым и привлекательным способом. Отказ – это часть игры, но то, как вы на него реагируете, определяет ваш тип человека. К сожалению, многие мужчины переходят в оборонительную позицию, набрасываются или теряют уверенность, когда сталкиваются с «нет». Это не только незрело, но и уничтожает любые будущие шансы. Справиться с отказом по-взрослому просто – принять, уважать и двигаться дальше, не обижаясь. Уверенный в себе мужчина понимает, что «нет» касается не него как личности, а момента или обстоятельств. Когда вы с достоинством принимаете отказ и стоите на своем, вы демонстрируете эмоциональную силу и уверенность в своих силах, а это чрезвычайно привлекательные качества. Более того, хорошая реакция на отказ часто может заставить женщину пересмотреть свое решение. Покажите, что вы не зависите от чьего-либо одобрения, чтобы чувствовать себя хорошо, и вас будут помнить как человека, отличающегося от всех остальных. Номер 10. Превратите женское любопытство в мощный инструмент привлечения. Любопытство – одна из самых сильных эмоций, которые можно пробудить в женщине. Когда она чувствует, что у вас есть что-то интригующее, что-то, чего она не может до конца понять, вы становитесь неотразимыми. Но как создать это ощущение? Будьте немного загадочным. Не раскрывайте о себе все сразу. Вместо того, чтобы отвечать на каждый вопрос напрямую, дайте ей возможность задать больше. Делитесь интересными историями и подробностями о своей жизни, но всегда оставляйте что-то открытым. Кроме того, покажите, что у вас есть увлечения и интересы, выходящие за рамки ее. Это вызывает не только любопытство, но и уважение, ведь она понимает, что у тебя насыщенная и полноценная жизнь. Чтобы превратить женское любопытство в влечение, нужно быть мужчиной, которого она хочет открыть, а не тем, кого, как ей кажется, он уже полностью понимает. И, друг мой, когда ты этого добьешься, игра полностью изменится в твою пользу. Эти 10 пунктов – ваша основа для превращения любого взаимодействия в абсолютный успех. Теперь все зависит от вас. Примените эти стратегии на практике, и вы увидите, как динамика начнет меняться в вашу пользу. Прежде чем уйти, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим контентом с друзьями. Они тоже заслуживают того, чтобы узнать то, что вы только что открыли. Помните, успех у женщин – это не уловки или манипуляции. Речь идет о том, чтобы стать таким мужчиной, которого они хотят. Работайте над этим и пожинайте результаты.